Когда эта раздраженная мачеха оставила свою парализованную падчерицу в лесу, она думала, что ее муж поймет ее причины и согласится с ней, что девочку оставили совсем одну в опасной среде. Но потом дикий волк заметил ее и сделал то, чего она никогда не ожидала. Виктор и Ольга не могли поверить своим глазам, когда увидели багаж перед своей дверью. Он принадлежал их внучке, но ее нигде не было видно. Они сразу забеспокоились, не только потому, что они были в лесу со всеми его опасностями, но и потому, что их внучка мило была городской девочкой. Ей было небезопасно, и, что еще хуже, она была в инвалидном кресле. Что могло с ней случиться? Они были в отъезде весь день и не имели ни малейшего понятия, что девочка едет, где она могла быть. Они должны были ее найти, поэтому они поспешили следовать по следам ее инвалидного кресла, но затем они услышали рычание волка, и у них застыла в жилах кровь. Мила могла оказаться в огромной опасности. Пара пережила в своей жизни много очень сложных вещей, но они не могли даже представить, что что-то случится с их самым любимым человеком в том месте, которое они больше всего любили. Это было бы просто разрушительным. Пока они бежали через лес в поисках ее, их шаги ни разу не дрогнули, ведь они знали это место как свои 5 пальцев. Они жили здесь десятилетиями, и каждый камень, каждая веточка, каждый листок были навечно запечатлены в их памяти, когда молодые супруги Виктор и Ольга начали свою жизнь на своей земле в лесу. Они не могли дождаться этого. Это место было достаточно близко к небольшой деревне, чтобы они не были полностью отрезаны, но все же давало им свободу и независимость, которых они жаждали для своей растущей семьи. Они хотели завести много детей и были переполнены радостью, когда у них родился сын. Но, к сожалению, что-то пошло не так при родах, и врачи сказали им, что они больше никогда не смогут иметь детей. Эта новость опустошила Ольгу, но Виктор был счастлив с семьей, которую они создали. Его жена и сын были для него всем. Но для их сына их мир был недостаточен. Он ненавидел жить на ферме и в маленькой деревне с ограниченными развлечениями. Виктор пытался научить его всему, что знал, но он не был заинтересован. Он ненавидел жить в лесу и в дикой природе. Как только он достиг совершеннолетия, он поступил в колледж в городе, и когда нашел там работу, он почти не приезжал домой. Долгое время они почти не видели его. Город находился всего в часе езды, но это был другой мир. Они хотели, чтобы их сын следовал своей мечте, но надеялись, что в его жизни найдется хоть какое-то место для них. Ольга ужасно скучала по своему мальчику, но когда стало ясно, что он не разделяет ее чувства, она стала изливать всю свою любовь на маленьких диких животных, которые оказывались на ее крыльце. Она всегда любила ухаживать за животными, а в это печальное время она спасала их еще больше. Виктор терпеливо делал для нее маленькие шины для крыльев, птиц или небольшие вольеры, где она могла содержать животных. Она заполняла пустоту, оставленную сыном, помогая существам, оставшимся в одиночестве, как и она сама, но неожиданно их сын позвонил и сказал, что хочет приехать в гости. В тот день он привез с собой сюрприз – свою будущую жену. Виктор и Ольга полюбили ее с первого взгляда, она была милой и заботливой, и они знали, что их сын будет в надежных руках. Однако она тоже была городской девушкой и совершенно не интересовалась жизнью на ферме. Было немного грустно, что у них не было никого, кто впоследствии мог бы взять на себя ферму, но они просто хотели, чтобы их сын был счастлив. Некоторое время было похоже, что к ним вернулся сын. Он столько времени смотрел свысока на их образ жизни, что это было похоже на утрату ребенка. Но теперь он часто приезжал с женой, и они вместе праздновали праздники на ферме. Пара чувствовала, что у них появилась дочь,
Их сердце и семья росли, и именно во время одного из таких праздничных торжеств им был преподнесен лучший подарок. Их сын и невестка привезли к ним познакомиться со своей новорожденной внучкой Милой. Ольга и Виктор не могли поверить своему счастью, у них было все, о чем они когда-либо мечтали. И по мере того, как Мила росла, она приносила еще больше радости всем взрослым в ее жизни. Ее мать хотела, чтобы она проводила как можно больше времени со своими дедушкой и бабушкой, которые были у нее единственными, а она хотела, чтобы у них сложились прекрасные отношения. Поэтому она часто привозила дочь к ним в гости, а иногда приезжала с ней одна, когда их сын был на работе. Мила была замечательной девочкой, которая обожала ферму и животных. Когда она стала постарше, ей даже разрешили приезжать в гости одной впервые в жизни. И именно тогда она узнала одну тайну. Мила и ее дедушка с бабушкой отправились на прогулку в лес, когда внезапно они натолкнулись на печальное зрелище, неглубокое волчье логово. Но волков им бояться было не нужно, внутри находились 3 волчонка, и только один из них был жив. Казалось, с волчицей-матерью произошел какой-то несчастный случай, иначе она никогда бы не оставила своих детенышей умирать с голоду. Видимо, она ушла однажды и не вернулась. И Виктор знал, что волчица никогда бы не бросила своих детенышей. Это было разбивающее сердце зрелище, и Мила была очень опечалена, но Ольга была полна решимости спасти 3-го волчонка. Поэтому они подобрали его и забрали домой. Они знали, что их сын будет чрезвычайно обеспокоен, узнав, что его дочь находится рядом с волком, независимо от его возраста и размера. Поэтому они заставили маленькую Милу пообещать, что это будет их общей тайной. Похоже, что в этот раз Виктору предстояло построить волчью лежанку. Он также отправился на поиски волчицы-матери на случай, если она где-то попала в беду, и ее все еще можно было спасти. Но они так и не нашли ее. Как и следовало ожидать, Мила и маленький волчонок быстро привязались друг к другу. Она любила кормить его, и несмотря на предупреждения дедушки и бабушки, что он дикое животное, которое однажды должно будет вернуться на волю, она все равно обожала его, и чувство было взаимным. Он всегда следовал за ней повсюду. Это было почти как иметь щенка, но не совсем. Он быстро рос и вскоре начал проявлять свои хищнические инстинкты, но Мила не боялась. Она помогала дедушке и бабушке заботиться о нем, а позже научила его охотиться и искать пропитание. На протяжении многих лет, когда Мила приезжала к ним, он всегда появлялся вокруг, даже когда в конечном итоге присоединился к дикой стае. Сначала он приходил поиграть, а потом просто прятался в кустах и уходил, когда видел Милу. На следующее лето вся семья приехала в гости, и у них были радостные новости. Мила скоро станет старшей сестрой, ее мама была беременна. Все были так взволнованы, что в их стаю присоединится еще один радостный комочек. Ольга уже начала вязать новый плед для малыша, когда они внезапно получили ужасные новости. Им позвонил их сын, и по его голосу они сразу поняли, что что-то очень серьезное произошло. Случилась ужасная авария. Мила с мамой возвращались домой с похода по магазинам для будущего малыша, когда на них кто-то наехал. Их машина перевернулась, и они какое-то время были заблокированы в салоне. Невестка, сына и ребенок, которого она вынашивала, погибли, не выбравшись из машины. Милу в конце концов спасли, но она была в очень плохом состоянии. Несмотря на страх ехать в город, Виктор и Ольга поняли, что есть вещи важнее страхов. Они собрали вещи и поехали на поезде в город. Поездка того стоила. Когда их сын разрыдался в их объятиях, он был рад, что они приехали. Мила выглядела такой маленькой и слабой на белоснежной больничной кровати. Когда она открыла глаза, то улыбнулась,
увидев их, но затем реальность нахлынула на нее, и тени омрачили лицо их милой девочки. Она не хотела говорить о аварии или о маме, которая перестала разговаривать, пока они все еще были заблокированы в машине. Она была сильно травмирована, и, что еще хуже, она также оказалась парализована. У нее были ужасные травмы, но через некоторое время она должна была начать ходить снова. Врачи считали, что паралич вызван травмой, которую она пережила, и если бы ее психическое состояние улучшилось, возможно, она смогла бы снова ходить. Но, похоже, это лучшее пространство было далеко за пределами ее досягаемости. После похорон Ольга и Виктор оставались с ней так долго, как могли, но не могли бросить ферму навсегда. Их друзья присматривали за ней, но после месяца пребывания они должны были уехать. Мила умоляла взять ее с собой, но ее отец не хотел этого, ему был нужен комфорт от присутствия дочери. Он думал только о своей боли, а не о выздоровлении Милы или о том, как сильно она любила ферму. Не имело значения, как сильно они пытались убедить его или как Мила умоляла, а она оставалась дома. Он разозлился на родителей за то, что они не поддержали его, и в течение нескольких месяцев после этого отказывался отпускать ее к ним, даже выдумывал отговорки, если они хотели навестить его. Спустя год после аварии он просто сообщил им, что женился снова. Эта новость стала большим шоком для родителей, они даже не знали, что он кем-то интересуется, и не могли не задаться вопросом, как эту новость восприняла Мила. Была ли девочка готова к появлению новой женщины на месте матери? Но их сын даже не давал им поговорить с ней, сказал, что им нужно время, чтобы адаптироваться, а она все еще не ходила. Им разрывало сердце не иметь возможности быть рядом с ней, когда она так нуждалась в них, но они ничего не могли с этим поделать. Но ситуация приняла еще более драматический оборот спустя несколько месяцев. Виктор и Ольга провели целый день, разбираясь с делами, и не видели, какие шокирующие события развернулись на их ферме. Мачеха Милы устала от того, что в доме постоянно грустила девочка, которую она не обязана была опекать. Она устала от того, что эта девушка в инвалидном кресле сдерживала ее. Это совсем не то, чего она ожидала, выходя замуж за богатого мужчину с уже взрослым ребенком. Она думала, что будет проводить дни за шопингом и играть роль веселой мачехи, но в этой девочке не было ни капли веселья, и ее было такой обузой тащить по магазинам. Она просто хотела избавиться от нее после очередной ссоры с криками. Мила сказала ей, что если она отвезет ее на ферму к дедушке и бабушке, то больше никогда ее не увидит. Эта ужасная женщина решила, что это блестящий план, и так как ее муж был в командировке, время было самое подходящее для осуществления задуманного. Он поймет, когда вернется. Она собрала все вещи Милы, загрузила ее в машину в тот же день, и они отправились в сторону леса. На ферме никого не было, но мачеху это не волновало, она не собиралась больше забирать Милу с собой. Она вытащила девушку и все ее пожитки из машины и просто бросила там, ни на йоту не заботясь о безопасности Милы. Насколько они знали, бабушка с дедушкой могли надолго уехать, но мачеха оставила свою парализованную падчерицу совсем одну в лесу. Чего она также не знала, так это того, что один волк заметил ее и собирался сделать нечто удивительное. Милу не волновало, что ее мачеха хотела от нее избавиться. Это означало, что она наконец-то оказалась на ферме, где ей действительно хотелось быть. Она решила пойти и посидеть в тихом лесу, пока будет ждать бабушку с дедушкой. Она отправилась по знакомой тропинке к ручью на своем инвалидном кресле. Единственная проблема была в том, что колеса были рассчитаны на городские улицы и дома, а не на лесную почву. Почти сразу кресло увязло,
и ей пришлось приложить огромные усилия, чтобы его вытащить. Она уставала и даже не прошла и половины пути, но впереди был спуск. Однако затем она начала набирать скорость и не могла себя остановить. Кресло врезалось в камень внизу, и она вылетела из него. Она осталась лежать, получив травму и не в силах дотянуться до кресла. Затем она внезапно услышала шум ломающихся веток, и из леса вышел медведь. Она была напугана до смерти. Медведь принюхался и стал приближаться к ней. Мила была уверена, что выглядит самой легкой добычей, на которую он только мог наткнуться. Она изо всех сил старалась оставаться неподвижной, и ее сердце колотилось как бешеное. Затем, откуда ни возьмись, между ними выпрыгнул волк и зарычал. За ним из леса показалась вся его стая. Медведь быстро понял, что этот бой он проиграет. Увидев, как медведь ретировался, Мила вздохнула с облегчением. Но затем она заметила, что остальные волки приближаются к ней, и поняла, что она все еще в смертельной опасности. Однако первый волк громко зарычал на стаю, и они остановились на месте. Что происходило? Она гадала, почему этот волк так упорно стремился ее защитить. Но в это время она заметила странную деталь. Этот волк выглядел необычайно знакомым. Она была уверена, что уже видела эти янтарные глаза. Неужели это тот самый волчонок, которого она вырастила в детстве? Ей недолго пришлось гадать, действительно ли это был он. Волк ткнулся мордой в ее избитое тело, а хвост завилял, когда она запустила пальцы в его шерсть. Это и правда был ее старый друг. Он узнал ее и пришел ей на помощь, когда она больше всего в этом нуждалась. Но ей не просто требовалась помощь из-за медведя, она была сама не своя от душевной боли, и до сих пор никому не удавалось разрушить стену, за которой она скрывалась после потери матери. Знал ли он, насколько глубока была ее боль? Она никогда этого не узнает, но по какой-то причине его нежная доброта разрушила эту стену, и внезапно она разрыдалась в первый раз с тех пор, как потеряла мать и будущего братика или сестренку. Она была в таком шоке и отрицании, что не могла пролить ни слезинки, но, прижимаясь к этому огромному дикому волку, она промочила его шерсть слезами. Тем временем Виктор и Ольга вернулись домой, поняли, что Мила должна была быть там, и начали ее искать. И вот так они нашли ее, обнимающую волка и рыдающую. Стая ушла, как только услышала людей, и даже их волк отошел в сторону, словно удостоверяясь, что дедушка с бабушкой присмотрит за ней, прежде чем покинуть их. Мила подняла взгляд и поняла, что ей нужны их любящие объятия тоже, поэтому она поднялась на ноги и подошла к ним. И только тогда, когда они охнули от шока, она осознала, что идет. Дедушка с бабушкой крепко обняли ее, и все они плакали от радости. Она наконец-то оказалась там, где ей было нужно, в окружении любящих ее людей. Примерно через неделю неожиданно появился ее отец. Его родители были в ярости, он был ужасным отцом, когда его дочь больше всего в нем нуждалась. Но он и сам это понимал. Он также осознал, что слишком поспешно вступил в новый брак. А когда он узнал, что сделала его новая жена с его дочерью, то выгнал ее из дома. Увидев, что Мила ходит, его охватило еще большее чувство вины за то, что он держал ее подальше от себя. Мила отказывалась уезжать, и все ожидали, что он снова будет сопротивляться, но они были шокированы тем, что он сказал. Он был готов вернуться жить на ферму, чтобы быть рядом со своей дочерью и родителями. Он понял, что его ребенку это необходимо. И, если честно, жизнь в городе стала для него слишком болезненной тоже. К счастью, у него осталась любящая семья, которая была готова ждать, пока он сам все не осознает и примет его обратно, как только он будет готов.
Они позаботятся о нем и миле и медленно исцелят боль в их сердцах любовью. А где-то в лесу они знали, что за ними также присматривает волк. Какая прекрасная история! Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что ваша вторая половинка отправила вашего ребенка куда-то в одиночестве? Доводилось ли вам когда-нибудь разрываться в рыдание после какого-то необычного события, пробудившего ваши эмоции? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующем видео.